Всем привет, друзья! Всем привет! Ну что, сегодня необычный день, сегодня 31 декабря, канун Нового года. И по традиции, именно в этот день мы в обязательном порядке выходим на поиски сокровищ. И так как для нас, да я и думаю большинства из вас, самый захватывающий и интересный вид поиска – это подводный, мы решили, что сегодня будет именно подводный поиск с металлоискателем. Посмотрите, друзья, приехали на такое красивое побережье. Кто на нас подписан и наблюдает за нами, наверняка помнит это место. Собственно, ровно год назад с этого побережья все и начиналось. Мы засняли свое первое видео вместе со всей командой, с нашим маленьким охотником за сокровища. Скажи всем привет. Всем привет, пупсики! Тогда у нас не было четкого плана, мы просто решили попробовать. Получится – хорошо, не получится – значит не наше. Ну и у нас даже близко не было в мыслях, что ровно за один год на наш канал подпишется больше 50 тысяч людей. Друзья, огромное спасибо каждому из вас. Мы видим вашу поддержку, читаем комментарии, по возможности пытаемся отвечать каждому из вас. Ценим, любим, обнимаем. Друзья, важно понимать, что это не является нашей работой, это наше любимое хобби, благодаря вам, которое стало нечто большим. Сейчас это память не только для нас, но и для вас. И каждая находка имеет совсем другую ценность. Также за этот год случилось несколько наиболее важных моментов для нас, которые хотелось бы выделить. Первое – это по поводу подводной системы. Так, жена сейчас поснимает, я вам расскажу. Все вы знаете, что для подводного погружения я использую именно американскую систему от фирмы Dive Blue, которая называется NEMA. Я ее осознанно выбрал, сам купил за собственные деньги, без контрактов, без реклам. Я ее регулярно выставлял в своем видео, рассказывал, почему она крутая, почему я именно ее выбрал, а также сделал отдельное видео, которое уже на канале, где я подробно рассказал, показал, почему этот бренд является, на мое мнение, топовым на рынке. Кто еще видео не видел, ссылочка выбрана где-то здесь. Всем приятного просмотра. Так вот, друзья, эта компания буквально через полгода после того, как мы открыли канал, вышла на нас. Очень приятная компания. Всем привет, друзья! Они рассказали, что им канал очень понравился и предложили нам совершенно за бесплатно новую модель этого же бренда, только которая называется уже Nomad Mini, у нее глубина получше, ну и там еще много-много плюшек. В видео зайдете, посмотрите, я там тоже все подробно рассказал и о новой модели. Так вот, друзья, это был первый момент, который нам очень понравился. Приступим ко второму. Второй момент по поводу металлоискателей. Все вы знаете, что мы с женой остановились именно на фирме Minelab, так как считаем, что это лидирующая фирма на данный момент на рынке. И у нас от этого бренда целых две модели. Я считаю, что это топовые две модели. Первый Manticore и второй Equinox 800. Так вот, друзья, об этих двух моделях мы тоже не подписывали никакой контракт рекламы. Бескорыстно мы целый год выставляли видео, где указывали, какими металлоискателями мы пользуемся. И вот уже под конец года на нас все-таки вышла компания. Мы списались, очень приятные люди. Привет Винцу особый хочу передать. Ну и всей команды, очень приятные люди. Но дело в том, что если по поводу системы для погружения у меня было что попросить, то в этом случае у меня не было что попросить, потому что у нас и так две топовые модели. Но был один немаловажный момент. Иди сюда, солнышко. Так как у нас есть маленький наш подрастающий охотник за сокровищами, она целый год наблюдала за нами и периодически спрашивала, когда же будет у меня металлоискатель. Я поговорил об этом с Minelab компанией, и буквально на прошлой неделе в среду к нам постучались в дверь и принесли вот такую вот здоровую посылочку от Деда Мороза Minelab, в которой было аж две коробки, друзья. Сейчас я вам покажу. Сказать, что мы в шоке были, это ничего не сказать. И посмотрите, одну из коробок достаем, и это у нас GoFind 66, друзья. Это очень хорошая модель. Всего именно на линейке идут три модели. Первая 11-я версия, вторая 22-я. И третья, 66-я, это последняя, самая лучшая, он стоит где-то в районе 300 евро. Но чем хорош этот
Аппарат, то, что он раскладывается буквально за 3 секунды, включил и пошел. Не надо ничего настраивать. Плюс он, тут вот все указано, самый легкий, вот видите, перышко. У него есть гарантия, он весит всего 1 килограмм. Это очень хорошо для начинающего, особенно для девочки. Не надо там разбираться, настраивать. Включил, кнопку нажал и пошел искать. Также можно там складная штанга отрегулировать под нужный размер. То есть очень круто. Нравится тебе, солнышко? Очень Держи, нравится. твой подарок. Я не могу. Тяжело будет все равно держать, давай его поставим. Да. Вот, друзья, вторая коробка, я был вообще в шоке. Я, может, думал, там какие-то футболки или еще какие-то стикеры. И я не поверил своим глазам. Посмотрите, они мне отправляют сразу 2 металлодетектора. И вот такой вот второй. Xterra Intrepid или Intrepid, как правильно произносится, я еще не знаю. Вот это очень прикольная модель для начинающих. То есть не для тех начинающих, которые уже определились и хотят заниматься, а те, кто еще ни разу не попробовал и не хотят переплачивать деньги. Эта модель стоит около 80 евро. То есть, друзья, понимаете, меньше, чем 100 евро. Объясняю плюшки. Здесь смысл в том, что дизайн уже новый, складная штанга легкая, но здесь выбраны все вот эти вот вещи, за которые обычно люди переплачивают. Вибрация, фонарики, подсветка, то есть вот это вот все, что не касается поиска. И оставлено самое важное. Он ищет, друзья, и находит. Подробный разбор этих двух металлоискателей мы обязательно сделаем в отдельном видео. А сейчас, конечно же, еще раз хочу вас поблагодарить за весь этот год, всех подписчиков. А кто еще на нас не подписался, обязательно подпишитесь, поставьте лайк, а также не забудьте включить колокольчик, чтобы не пропускать наши видео. В связи с тем, что до нас подписалось много людей, у нас появилось очень много планов, впереди будет много стран, крутых локаций, поэтому, друзья, будьте с нами, мы вас любим, не затягиваем и подготавливаемся к подводному поиску. Погнали! Ну что, друзья, я полностью приготовился к подводному погружению. Температура воды сейчас мы вам покажем. Сколько там? Приблизительно 8-7 градусов тепла. Холодненькая уже. Все, посмотрим, что нам принесет Новый год. Канун Нового года, уходящий 2025 год. Мне удачи под катушку. Погнали! Друзья, хочу еще раз всех поприветствовать на нашем канале и поздравить с Новым годом, но на этот раз прямо из-под воды. Сегодня я буду использовать металлоискатель от фирмы Minelab, который называется Manticore, а также подводная система, с помощью которой я дышу под водой, называется Nemo от фирмы Blue 3. И пока я настраиваю дополнительные функции, хотел бы еще раз уточнить, как все будет происходить. Так как под водой обычно находок бывает немало, и дабы не затягивать видео, я всегда буду показывать только самые лучшие находки, те находки, которые удалось заснять, на мой взгляд, более-менее неплохо, и по традиции я всегда буду показывать самую первую находку, какой бы она ни была. И первая находка сегодняшнего погружения, к сожалению, самая частая в принципе. Это пробка от бутылки. Долго ждать не пришлось, и буквально через 15 минут нам попадается первое ювелирное изделие в виде женской серьги. К сожалению, бижутерия. Следующая находка снова женская серьга похожего размера, но на этот раз уже серебряная, вся украшенная блестящими камушками 925 пробы. Первое серебро есть. Зачет.
На этот раз попадается огромное красивое кольцо, украшенное камушком. Вначале я подумал, что это золото, и, если честно, испытал бурю адреналина. Но, осмотрев его повнимательней, понял, что, к сожалению, это бижутерия. А вот следующая находка уже порадовала, и нам попадается серебряная цепочка на руку 925 пробы. Следующий сигнал и снова цепочка, но на этот раз порванная и, к сожалению, бижутерия. Кладу ее в хабарницу и проверяю катушкой на том же месте, чтобы убедиться, что больше ничего не осталось. Снова сигнал. На этот раз попадается какой-то странный блестящий предмет, информацию о котором мне так и не удалось найти. Друзья, если кто-то знает, что это может быть, напишите в комментариях ваши варианты. Будет интересно почитать. С каждым выходом, к сожалению, все чаще и чаще попадаются современные электронные курилки. Друзья, мы с женой не курим и вам не советуем. Курение очень сильно вредит вашему здоровью. Курилка очередная. Ава! Люди, не курите, это вредно. Ну что, друзья, а эта находка, несомненно, одна из лучших находок, в принципе, для каждого искателя. И нам попадается очень красивое золотое женское кольцо с голубым камушком 585 пробы. Зачет, друзья, зачет!
И вслед за золотым кольцом нам попадается снова колечко, но на этот раз бижутерия, выполненная из алюминия. Наверное, хранитель сокровищ дедушка Хабар неспроста подкидывает мне такой контраст разных находок, чтобы я не расслаблялся. Следующая находка – очень красивое серебряное сердечко 925 пробы с изображенным на нем 4-листным клевером. Очень символичная находка для нашего канала. На этот раз попадается рыболовная снасть в виде грузила. Следующая находка – очень интересная монета номиналом 1/2 марокканского дирхама 2016 года. Очень приятно каждый раз находить что-то впервые. Пальцем я указываю на очередную кем-то вырытую ямку до меня. Камера передает не очень хорошо, но глазами она на самом деле намного больше. Проверяю катушкой, и срабатывает сигнал. Посмотрите, практически на поверхности современная монета 20 центов. Я с уверенностью могу сказать, что искатель до меня не смог выкопать находку и оставил ее рядом с ямкой. Очень частое явление. На этот раз попадается хоть и маленькое, но красивое серебряное кольцо 925 пробы. Зачет.
И снова попадается рыболовная снасть в виде грузила. Те, кто смотрит повнимательнее, наверняка заметили, что это уже третья находка практически на одном и том же месте без клейки. И нам попадается очень красивое кольцо, но, к сожалению, бижутерия. С момента обнаружения этой находки и вплоть до того, пока мы не приехали домой, мы и не знали, что на самом деле это очень красивое и дорогое украшение от компании Tiffany, которое стоит 300 евро. Даже во время записи отчета по находкам мы не заметили название, а только увидели пробу 925. Очень приятная и шикарная находка. На этот раз я почти на 100% был уверен, что это золотой браслет на руку. К сожалению, очень часто попадаются находки, которые практически не отличить от настоящего золота. И на этот раз, хоть и очень красивая, но все же бижутерия. Заключительная находка сегодняшнего погружения – солнцезащитные очки. Пора заканчивать наш выход. А во время всплывания я застал своих девчонок, когда они записывали вам новогоднее поздравление. Ребят, спасибо всем, кто в этом году был вместе с нами, смотрел, поддерживал, писал комментарии, а также радовался каждой находке вместе с нами. Пусть в новом году под катушкой звенит только какой металл? Цветной металл. Правильно, цветной металл. Пусть коп будет в удовольствие, а каждый выход заканчивается с достойным трофеем. Дальше будет только интересней. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши дальнейшие видео. А мы вас поздравляем с Новым годом, с новым счастьем! Ура! На завершении подводного новогоднего поиска решил впервые попробовать сделать подводные кольца. Получилось как получилось. Всех с Новым годом, друзья! Ну что, друзья, считаю, что хватит, устал. Часа 3,5, если не 4, да. Показываю, что нашел.
У меня, как всегда, полная коварница. И вот это, между прочим, белое золото. Еще под вопросом. Губы замерзли. Все, сейчас выхожу, раскладываем и показываю, что нашел. Погнали. Ну что, друзья, наплавались, напогружались, наискались. Очень мне понравилось, потому что шикарный прозрак, просто все идеально видно. Правда, когда начинаешь уже извлекать находки, начинает подниматься муть, но ничего страшного, я надеюсь, что GoPro-шка там что-то да снимала. Смотрите, друзья, раскладывали пока находочки, и вы посмотрите, сейчас я приближу, видно, не видно. Вы видите, с металлодетектором ходит человек. То есть, представляете, насколько это место битое, этот берег. Здесь даже нечего делать, хотя... Мы все-таки подумываем приехать на днях, посмотреть, даже после такого, что вот мы сейчас наглядно видим, что люди ищут, мы посмотрим, можно ли после них приехать и что-то найти, так как мы удачные, и, как я уже не раз говорил, у каждого грибника свой грибочек. Так, друзья, находок было немало, удалось найти также золото, серебро, показываю, что нашел. Посмотрите, вот столько всего, много бижутерии. Так, начнем с драгматериала. Смотрите, друзья, до последнего я все сомневался, думал, блин, ну похоже на серебро. Во-первых, вы видите такой голубой камушек, и посмотрите, друзья, видно 585. Опа, видно, 585, друзья. Золото, что-то последнее время мне везет, его даже тут видно желтеньким, видите, отдает. Что-то мне на последнее время везет именно на белое золото. Очень крутое, да, колечко? Вообще суперское. Просто суперское. Смотрите дальше, друзья. Вот это вот серебро. Серебряная цепочка на руку. Тоже прикольненькая, почищу, будет 100% красиво выглядеть. Вот такое вот серебряное кольцо. Маленькое. Тоже надо будет почистить. Вот это вообще мне понравилось. С клеверком. Очень символично. На удачу. Тоже серебряная подвесочка в виде сердечка. И вот это очень крутая вещь. Посмотрите. Много камушек по кругу. Есть проба, я уже посмотрел, слегка изогнутая. Сережка, друзья, серебряная вот такая большая, очень классная находка. Все остальное дальше идет все по бижутерии, друзья. Бижутерии очень много. Когда вот это выскочило, думал золото. На 100% был уверен, что золото. В общем, адреналина я сегодня поймал очень много, друзья, под водой. Но это какая-то бижутерия. Хотя в интернете надо посмотреть, может это что-то такое, что-нибудь узнаем. Приложу информацию. Вот такое здоровенное кольцо с камушком. Но, как вы видите, везде коррозия, 100% бижутерия. Вот такое вот колечко, тоже бижутерия. Очень много бижутерии в последнее время попадается. Алюминиевое кольцо, это база, всегда хоть одно, блин, да, попадается. Вот такая вот подвесочка интересная. Не подвесочка, это браслетик. И там вот даже есть какие-то надписи на сердечке, видите? О, блин, там что ли камушек какой-то? 925, солнце! Смотри, 925 снизу. Видишь? Да. То есть это что, серебряное? Я и смотрю, тяжелое. Прикиньте, серебро. А еще и на этом кружке что-то написано. Вон там. Надо будет, короче, вставить фотографии. То есть это тоже серебро. Ну супер, супер. Смотрите, еще, значит, получается раз серебро, 2, 3, 4, 5 серебра, одно золотое кольцо и вот такая вот еще штучка. Но это уже бижутерия. Дальше, что еще не показал? Это показал. Вот такая вот сережка женская, тоже видите, да, бижутерия. Вот это, когда выскочила, блин, уверен был, что все золото. Вот есть такие золотые изделия, думал, ну все, 100% золото. Но, друзья, видите, да, коррозия, очень красивая, да, коррозия и 100%, конечно же, бижутерия. И вот такая вот цепочечка, друзья. Тоже, ну тут даже уже нечего показывать, это 100% медь какая-то. По ходячкам 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, где-то 16 евро. Вот такой грузилок интересный. 20 и тут еще Б, М и рачок. Вот интересный, да, такой какой-то брендовый грузилок. Вот такой вот. И еще попадались Насте в гидрокостюме, в кармане осталось, так и не выбрал. Что еще не показал? Курилка. В последнее время зачастились такие находки. Друзья, не поддерживаем, осуждаем, сами не курим и вам не советуем. Вот такая вот интересная находка. Посмотрите, монетка, какие-то иероглифы, но это точно непонятно с каких стран, даже не буду наговаривать, потому что без понятия надо пробивать. Видите, да, какая-то интересная монетка.
Очки, как всегда, хоть одни да попадаются. Все, вроде бы все показал, да? Да, вроде бы все показал. Считаю, что очень хороший выход, потому что новогодний, во-первых. Во-вторых, попалось золото, опять белое. Белое всегда очень приятно. Почему приятно, могу объяснить. Потому что желтое золото тоже, конечно же, круто. Но чтобы сделать желтое золото, туда обычно добавляют медь, латунь, сплавы, которые не очень драгоценные. А в белое золото всегда добавляют или серебро, или палладиум, или платина. Те металлы, которые дорого стоят. Поэтому оно считается более такое покруче в цене. Все, друзья, надышался, напогружался, накайфовался. Всех с Новым годом еще раз, с наступающим. С Новым годом, с новым счастьем. С Новым годом, с новым счастьем. И для вас у нас небольшой сюрпризик. Всем приятного просмотра. С Новым годом! С Новым годом! С новым счастьем! С новым счастьем, друзья!